Добрый день, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие подруги, а также мои дорогие зарубежные подписчики, здравствуйте тоже. Сегодня реабилитация мыла, сегодня бабочка, как вы говорили, как вы просили. Сегодня новый одеколон обзора, и сегодня я хотел бы вернуться к своему старому доброму пришею Прораза. Вы пока идите на крупный план, посмотрите на все это в подробностях, а я пока тут начну подготовительные пляски с бубном. Это все бабочки, которыми я располагаю. Последний раз, который мы с вами обращались к бабочкам, была Волга. После этого я спросил, хотите ли посмотреть на бабочки. Вы сказали, да, вот я их сейчас и показываю. Золинген, Тимор 1322, парочка жилетов, Фэтбой и Слим. Фэтбой у меня, конечно же, старичок. Он 59-го года, Е3. Что до Слима, так он Салабон. Он помоложе, он 66-го года, L4. Предложение такое. Давайте, наверное, с длинного начнем. Эрби Баттерфляй. Вес станка 78 грамм. Длина ручки, если так нужно это здесь сказать, потому что на самом-то деле у бабочки отдельно ручки нет, 10,5 сантиметров. Длина головы 44 миллиметра. Ширина 25. Каждый раз, когда этот станок беру в руки, мне первое, что приходит в голову, это качество. Оно ощущается на тактильном уровне, оно ощущается на визуальном восприятии, и его видно везде. Начиная вот от этой вот приятно сделанной ручки, посмотрите, как она необычно сформирована. То есть помимо, скажем так, вполне себе адекватной накатки, есть еще вот такие вот как бы разделительные линии, которые заставляют эту ручку воспринимать серьезнее, чем она выглядит. Та накатка, которая здесь, она настолько информативна, что вот станок лежит в руке, его приятно держать, причем без всякого дискомфорта. То есть вот эта насечка, она не режет руку, и ее единственная основная функция – это не дать станку выскользнуть. И с этим она, конечно же, справляется. С торца у нас ничего нет, ровная поверхность. Визуально вот это воспринимается как кольцо. На самом деле это не так, ребят. Потому что если мы будем вот так держать ручку и крутить, то у нас будет крутиться вся голова. Вот эта вся часть, она монолитная. Для того, чтобы нам открыть сам станок, держим за это кольцо и крутим ручку. И только после этого открываются шторки. Внутри ничего необычного я не вижу. Все те же самые бабочки, что и всегда. По сути, они все слеплены с одного образца. В определенной теории вероятности жилетовская серия очень сильно поучаствовала в создании всего того, что появилось, включая вещи последствия. Поэтому определенное сходство, конечно же, подразумевается. Вот на этой части также есть насечка, чтобы вам было удобно держать. Станок мягкий, очень мягкий, поэтому, чтобы на нем работать, и у меня даже мысль закралась взять фезер. Но когда перебирал лезвие, увидел свою последнюю персону, Platinum Chrome. Скорее всего, это последнее лезвие, я им брился один раз, и почему-то захотелось поставить именно сюда ее. Или жилет Platinum, но вот остановился все-таки на персоне. Посмотрим, что она покажет. Вылет лезвия, вы его видите? Практически не заметен, согласитесь. Итак, станком закончили. За мыло я вам говорить, ребята, ничего не буду. Вы все его прекрасно помните с прошлого обзора. И так как большинство из вас подняло палец вверх, а не вниз, пройдет повторный обзор. Но на этот раз, чтобы восстановить свое статус-кво и реабилитироваться, помазок возьму тот, которому доверяю и в котором уверен на 100%. Здесь уже никакие случайности практически исключены. Их в принципе не может быть. Потому что помазок от мужского материка, для меня уже константа. Вы все наверняка знаете, что это мой самый любимый помазочек. Поэтому именно сегодня он и пойдет на проверку этого мыла. Кокос, кто не в курсе. Автошейвом у нас сегодня будет бальзам от компании Прораза Италия, который нам предоставила опасная бритва РФ. Новое оформление этой линейки вы все
прекрасно знаете, то есть тут как было все на уровне, так на уровне все и осталось. Пахнет, интересно пахнет. А приходит вся эта красота вот в такой коробочке. Тоже оформлена, конечно же, на уровне. Бальзама до... Так, Aftershave, Baum Apros. Что-то, блин, писали бы уже сразу по-русски, ё-моё. Да. Ну, по-русски на флаконе есть. Одеколоном выпуска будет Terre d'Herm, земля Гермеса. Это выпуск 2006 года, разработан парфюмером Жан-Клод Элена, или Элен, не знаю, мужик это или баба, но я вам так скажу, ребята, постарался человек на славу. Там такие сочетания цитрусов, деревьев, мускуса, пачули, кремень, перцев, там розовых, красных, герани, апельсин. Короче, там только черта лысого нет. Но по факту это все образовалось в такой интересный букет, что мы с Лариской на нем остановились. Первый запал на него я дал попробовать ей, увязла и она. После этого мы приобрели этот одеколон. Более подробно о запаховой составляющей, это, конечно же, мы увидим в обзоре. Здесь на крупном плане хотел бы вам еще обратить внимание на тару. Во-первых, вот такая магнитная крышечка интересная сама по себе. Фиксатор первый раз таким сталкиваюсь, он очень удобен в работе и интересен. Верхняя часть под какой-то там, я не пойму, что-то там металл, не металл. Баллон сам по себе, ну, достаточно такой обыкновенный, хотя вот эта вот корона вверху тоже немножко, так, знаете, вот интересно, вот обыграно, короче, все интересно обыграно, очень. И вот здесь вот на нижней части нанесена вот эта вот коричневая линия. Она странным образом, когда вы смотрите сверху или сбоку, она какой-то фон задает полностью всей бутылки. Ну, продуманное изделие, продуманное, качественное, не дешевая зараза, но оно того стоит, хорошая штука. Все, парни, пошли бриться. Так, слегка намочу, чуть-чуть. Для чего? Меньше приходится крема накладывать. Он по влажному лучше расходится, более тонкой пленкой. Как же он пахнет, блин. Люблю его. Ну, кстати, он как автошейв тоже работает. Пробовал я один раз. Знаете, от слабого какого-то такого не получил. Вот пришейв, да. Пришейв это для меня великолепно. Кстати, влагорастворимый достаточно неплохо. Вот сейчас вот я руку когда споласкивал, 2 раза сжамкнул просто. Ну и все, чистенько. Возьмем наш кокосик, высохшее мыло, без всяких предварительных каких-то замачиваний, без всего. Почему? Оно не такое уж и твердое. Видите, оно так хорошо расходится. Вот сапон на кокос. Помазок у нас уже замочен. Убираем всю лишнюю влагу. Даже, пожалуй, наверное, я отожму его. И уже таким влажным, но без лишней влаги помазочком чуть-чуть поэлозим. И так вот на сухую мы его и загрузим. Той влаги, которая на ворсе остается, ее вполне достаточно, чтобы какую-то толику мыла растворить и перенести на ворсинки помазка. Нам по большому счету вот этим действием, что мы сейчас делаем, мы не взбиваем пену, мы загружаем помазок. Нам нужно, чтобы энное количество мыла перешло на ворс. Чуть-чуть уже залипает. Ну, я думаю, нам этого... О, еще один красавчик вижу. По-моему, 2-й или 3-й. Я думаю, что нам этого вполне хватит на побриться. Больше, пожалуй, не буду его мурыжить. Убираем. И то, что загрузили, и то, что осталось в чаше, равномерно распределяем по всей структуре. За одним пошло первичное взбивание пены. Что будет дальше, не знаю, но первичное ощущение приятное. Я вижу то самое безе, которое мне всегда нравилось. Дальше это делать смысла никакого нет, потому что, ну куда ты? Потому что нам нужно пену делать. Концентрат мы уже сделали.
Добавляем немного воды и взбиваем снова. Чаша хороша для показа, но края недостаточно, на мой взгляд, загнуты, и пена из него так и прет, так и прет. Так, хорошо. Но все-таки водички надо маленечко еще добавить, чтобы увеличить объем пены, не меняя плотность того концентрата, который мы с вами сделали. Для этого должно вполне хватить. Так, стопы обратно. Все, вот это, наверное, будет сейчас последний штрих. Чуть-чуть еще водички добавим. Все, ребят, я думаю, что хватит его мурыжить. Хотя, в принципе, чаша сама по себе неплохая, просто, наверное, не для таких монстров, как этот помазок. Старый друг всегда лучше новых двух. Это старый добрый еврейский мудрость. Ну, кокосом-то не пахнет. Скорее всего, там какие-то производные кокоса. Ну, в смысле, на основе чего-то кокосового сделано. Я от всей души надеялся, что будет кокосовым запахом так отдавать. Люблю я кокос, грешен. Ну, ничего такого тут нет. В прошлый раз было некое подозрение на проседание пены. Конечно же, мы все списали на несколько необычный, неадекватный помазок. Что будет в этот раз, вот и посмотрим. Резиновые проскоки. Какое-то, знаете, такое непонятное ощущение. Ну, скольжение на пятерочку я бы, наверное, все-таки не назвал. О, сам по себе раскрутился. Так, может, я закрутил плохо? Давайте еще раз закрутим. Все-таки резиновые проскоки в некоторых местах были. Чисто визуально плотность пены уменьшилась. Да, вы наверняка сами все это видите.
резиновые проскобки не по всей поверхности, а знаете, как-то волнами, то есть есть, нет, есть, нет. Пена тает. Угу. Вот, посмотрите. Практически ее нет уже. Да. Значит, не во всем помазок-то был виноват в прошлый раз. В чаше посмотрите. В принципе-то тоже чуть-чуть подтаивает. Хотя по структуре пена, смотрите. Так, стоп. Долго я тебя в работу не пускал, еще один. Хотя по структуре пена-то сама сохраняет. Видите, все еще усы стоят. Пока не пойму я это. Вот пока знаете, в чем я ее уличил? Вот на помазке она красивая, прям ух, такая, смотри какая, уси-пуси мне там все, сиськи, письки, все дела. А вот только вы ее на лицо начинаете наносить, и тут же все меняется. Смотрите, как она тонко ложится. То есть более-менее нормальным, адекватным слоем ее положить, это уже проблема. Вот самое дальнее место, мы сюда дойдем позже всего. Вот обратите внимание на объем, сколько его сейчас там. Сейчас мы туда придем и посмотрим, сколько останется. Резина у вас не пропала. После того, как станком проходишь, там уже практически ничего не остается. Второй раз туда станком суваться, мне резина 100% будет. Половину меньше стало. На подбрику все-таки чуть-чуть осталось. Вот смотрите, с чаши мы с вами выбрали все, там практически ничего нет. Давайте я его еще вот так вот дособираю. Выжмем помазок. Самое удивительное, вот в массе своей ведет себя вполне себе кошерно. Ну то есть прям посмотрите, прям то, что надо, то, что доктор прописал. А вот как только тонким слоем ее на лицо пытаешься нанести, вот тут все метаморфозы так происходят. Ну, сейчас.
Ну а так обалденная пена. Ну вот и все. А, нет, не все. Вот еще маленько. Что ты будешь? Ну прям сегодня по мазок-то в ударе, смотрите. Сколько? 3 волоса за сеанс потерял. Не, ну это не самые убойные показатели. Пацаны в сообщениях писали, что там и по 5-7 за сеанс вылетало. Ну не с этого помазка, а с других, но тем не менее. Ну резина. Резина, ребят. Вот я сейчас мыло, здесь вообще не ощущаю совсем. Я вот, собственно, вот сейчас вот по своей-то коже девственно чистой, не замутненной никакими мылами, только на своих жирах, вот сейчас вот здесь вот и брею. Ну вот как-то так. Не ожидал, но факт остается фактом. Все. Автошейв. Компресс. Компресс это знаете, это какая-то точка прям вот. Каждый раз, когда ты вот от точки до точки, от компресса до компресса проходишь вот этот путь, каждый раз это, знаете, какое-то наслаждение доставляет. Ну вам-то еще проще. Побрился там на 1, на 2, на 3 прохода, кто как бреется, компрессик, и трындачать по дороге не надо. У меня несколько другая история. Тут, видите, тут как бы надо все сопровождать. Но тем не менее, знаете, вот классно, классно. После компресса выходишь, какой-то как обновленный. Ну что же, бальзамчик. Бальзамы, сами знаете, не все всегда всем подходят. С одной стороны, они очень хорошо работают, работают зимой, так как некоторые из них оставляют пленку на лице, и когда вы выходите на улицу, это служит лишней защитой. А с другой стороны, они не всем нравятся из-за этой же пленки. Я вот, например, не любитель, когда у меня на лице в течение 30-40 минут остается какая-то пленка, и надо ждать, когда она сойдет. Такое, знаете, легкое, умиротворяющее пощипывание какое-то вот такое, знаете. Я прям чувствую, как вот оно ложится так. И причем с приятным ароматом. Он какой-то парфюм лесной. Нет массированного удара, жесткого, а есть понадерганные ноты. Их взяли вот так вот, сплели, заплели и сделали общую массу. И ты эту массу берешь, так и она по тебе вот так растекается. И не долбит тебя, знаете, как пулеметным кинжальным огнем. А так пум-пум-пум-пум-пум, как дротики дартса, так точечно. И вот расставляет акценты, прям приятно. Не могу вам точно сказать, из чего он сделан, но точно могу сказать, что какая-то травяная нота там есть. Не скошенная трава, нет, маленечко другой запах, а знаете, вот как, вот не знаю, как у вас, у меня часто бывает, иду по дороге полынь, я обязательно ее сорву, разотру в руках, выкину, а потом иду и чувствую, вот нюхаю просто руку и ощущаю вот этот запах. Мне даже, если не в больших количествах, то вкус полыни даже в молоке в деревенском нравится. Да, понимаю, горчит маленько, но тем не менее все равно нравится. Люблю я полынь. И вот точно так же вы идете, допустим, и какую-то незнакомую траву вам взяли, вот так вот размяли, и вам запах этот заходит. Вот так вот как-то вот пахнет интересно. И при всем при том вы понимаете, что это парфюмированная какая-то субстанция, которая, ну, непосредственно к траве никакого отношения-то не имеет. Приятный, ненавязчивый, легкий запах. По силе, наверное, все-таки больше на 4.
То есть он не массированный, а такой легкий. Пленка все еще есть, наполовину ушла. Ну а что будет дальше, посмотрим. За это. Вот, ребят, пришеевов много проходило. Ну, не так уж много, но были. Этот, пожалуй, один из тех, которые, знаете, вот он в авторитете. То есть он может приходить на каждый обзор получать свой пятак, но ему давным-давно уже не интересно, потому что свои зачеты он уже поздавал, он может так прийти на обзор, там, по-карифански сел, это мастер, инструктор, наблюдатель, то есть он пришел, понаблюдал, ушел, ему пофигу, что я скажу, ему пофигу, что вы думаете, потому что он всем все уже рассказал и объяснил, больше того, что он сказал, он сказать не может, вещь, просто вещь. Станок, вы знаете, вот я бы его наряду вот с тем же самым перлом, бабочкой, наряду с тимором, бабочкой, наряду вот с этим вот, я бы их, наверное, поставил бы в один ряд и сказал бы, ребят, хотите с хорошей бабочки начать, вот берите вот эти. По качеству они все примерно равны. Нет такого, чтобы, знаете, вот так просто выделил бы вот этот круче. У каждого свои изюминки, у каждого свои достоинства. За перл мы с вами говорили, там не все так просто. Там нет такой головы, чтобы кончик лезвия торчал, там все спрятано. И плитки вот эти вот, они как бы литые. Они не штампованные, там некая своя конструкция, у которой есть плюсы, и вот за счет своей вот этой вот конструкции он как бы уже определенный вес набирает, плюс ко всему, мне кажется, из тех бабочек, которые я пробовал, он самый агрессивный. Что же до этого станка, внешней стати он перешибает всех. Как же он импозантно смотрится, как же он импозантно себя подает, как он сидит в руке, великолепно. Насчет центровки. Центровка у него, как я думаю, она идет вот по этому колечку. То есть центровка у него тоже все в порядке. С качеством тоже все неплохо. Но меня напрягло то, что во время бритья он раскрутился. Возможно, я как-то не так себя повел. Возможно, закрутил не так. Не знаю. Надо бы еще посмотреть. Но вот то, что он сам раскрутился, меня не радует. Потому что мне по барабану. А новичок возьмет, он может растеряться, не дай боже, что-то еще и с лицом сделает. То есть вот на этот момент нужно обратить внимание. Но однозначно вот эти все станки я мог бы порекомендовать новичкам, потому что они не только мягкие, но еще и качественно бреют. Вот сегодня я получил великолепного дельфина на самом обыкновенном лезвии, которое вы можете в принципе купить в интернете практически везде. Мягкий станок. Ну, не совсем мягкий, конечно. Мягкий, в моем понимании, это все-таки Вейша и Физер. Вот тот, который AS-D2, по-моему, который уже перестали выпускать. Этот уже чутка повыше. Вот воспринимается он как что нечто между 3.4 HD и R89. Но я думаю, что это все сугубо имхово и индивидуально, потому что будет зависеть не только от качества вашей подготовки мыла, которую вы используете, но и еще и от лезвия. Вот с персоной я его вот так вот воспринял. Зачетный, интересный, классный станок за небольшие деньги. Хороший, просто хороший. И уверенное, хорошее бритье он может подарить вполне себе. Мыло. В массе своей какие-то ноты кокоса все-таки есть. После того, как вы его уже разбавите, разбулыжите, в смысле пену сделаете, эта составляющая пропадает. Барбершоповская не появляется. Запах есть, но он какой-то невнятный, невыразительный. И я бы не сказал, вернее, я бы сказал, для меня он никакой. Вот есть какой-то запах, вот так бы я сказал. Я его не могу причислить никуда. Что-то от мыльного. Далеко-далеко, там за третьим поворотом, в 8-м ряду, что-то от барбершоповского. Кокос. Да ни кокос, ни банан, ни апельсин. Они даже в вагоне по соседней ветке, в соседней области даже, наверное, не проезжали. Что-то вот такое вот. Тем более это все для меня поразительно, потому что когда начинаешь взбивать, немного-то усилий нужно приложить, чтобы получилась обалденная кошерная пена. Видели, какие там сливочки? Сливочки как надо, и стоит там все хорошо, все правильно.
Почему же он так себя ведет, когда начинаю его на лицо наносить? Вот загадка для меня. Потому что как только беру его по мазкам, начинаю наносить на лицо, более-менее тот нормальный слой, который меня в принципе удовлетворил, я почему-то нанести не могу. У меня все время полутона получается. Отмотайте, посмотрите, каждый раз, когда я наносил, я вижу, что через пену просвечивает кожа. И достаточно там 2-3-5 минут, чтобы кожа стала просвечивать еще больше. Значит, крем, получается, подседает. Хотя, если он лежит кучкой, как в чаше, например, никуда он нафиг не подседает и держится до самого конца. То есть, вот как вот сейчас вот я бы вот мог сказать, то в массе своей, если он в концентрированном виде, он ведет себя так, только вы его нанесли на лицо, он ведет себя уже совсем по-другому. То ли я чего-то не знаю, каких-то секретов не учел, может быть, я его сбивать не умею, может быть, тут есть какие-то секреты фэншуйного подхода, что надо как-то сделать так, 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 и тогда будет так, так, так и так. Но я человек простой, мне вот эти вот все танцы с бубном, типа как вот с Вилкинсоном, там, с другими твердыми мылами, они, конечно же, известны, но я рассчитываю на простое времяпровождение. То есть подошел, сделал, использовал, ушел. Какое-то, знаете, вот специальное приготовление. Ну да, я могу на это пойти, если что-то взамен получу интересное. А тут-то я все равно ничего не получаю. Еще одна фишка. Очень часто сталкивался с мокрой резиной на лице. Даже по-свежему, вот только нанес, начинаю вот с этой стороны брить. И хлоп под носом, у меня станок пошел. Мыло соткано из противоречий. С одной стороны дает шикарную пену, с другой стороны скольжение. Ну не скажу, что не кокосовое. Там, где она была, нормальное скольжение, но очень часто перескок на резину. Почему? Для меня загадка. В массе своей отличная пена, только на тонкое перешло, бабамс, она начинает оседать. Мыло загадка. Для себя скажу так, ребят, в моей жизни загадок и так хватает. Зачем покупать мне еще одну? Я бы такое мыло брать не стал. Для себя. Как вы, не знаю, смотрите, но для себя бы я брать точно не стал, потому что, ну, полно других мыл, с которыми вот это вот не надо. Там пришел, здорово, тын-тын-тын, все. И нормально. То есть вот или я его не понял, или оно никакое для меня. То есть вот интересно ваше мнение, напишите в комментариях, если у кого-то есть такое мыло, что я сделал не так. Есть ли что-то такое, что можно было бы сделать по-другому, и все было бы совершенно иначе. Вот интересно ваше мнение. Автошейв. Ребята, легкая пленка, на которую я даже, наверное, пожалуй, обращать бы внимания не стал. Летом нет. Летом бы она мне точно не понравилась. Эта пленка у меня, если я в жаркий день выйду, она вызовет легкую испарину, для нафига мне это надо. А вот осенью, весной, зимой, вот это да, вот это было бы интересно. Когда у нас иногда выходишь, тут ветра под 16 метров, вот тебе когда вот так вот, то да, почему нет-то, хорошая штука, хорошая. И запах, что самое интересное, он вполне себе интригующий, но не такой, не пробивающий. Я вот думаю, что вот если этот запах усилить раза в 3-4, он бы, вероятно, даже такого эффекта бы не оказал. Так он спокойно и умиротворяющий, а так бы было что-то такое. Нет, вот сбалансированный продукт. Одеколон. Земля Гермеса. Терм Гермес. Терм Герм. Он мне нравился и не нравился уже, наверное, по кругу раза 3. Первый раз он мне понравился в магазине, после того, как я взял, набрызгал на бумажку, побежал к Лариске и говорю: солнышко, ну-ка зацени, что он, как тебе? Лариска его с первого раза не поняла, второй раз поднесла бумажку, сказала: нравится, бери. После того, как пришли домой, он ей после этого начал нравиться. Но самое прикольное, что в это же самое время он перестал нравиться мне. Не, ну в смысле как, не то что фи-фи-фи, нет, а такой, одеколон. То есть, вот знаете, вот на другие как-то западал, я вам покажу в следующий раз. А потом проходит какое-то время, и пумс, у меня вот это вот как-то по кругу-то возвращается. И вот так вот уже прошло 3 раза. Из всего я заключил, что он какой-то не такой. Он какой-то интересный.
Из чего же он сделан? Да, там понапичкали всего и перцев, и пачулев, и фигулев, там мелко рубленые папуасы, там, ой, шутка. Короче, всего дофига. В общей массе своей запах легкий. Запах легкий, но он, опять же, видите, он что-то имеет в себе такое, что напоминает вот о земле, от сырости, о древесине, что-то вот такое. Он, знаете, он как одно двуликий Янус, то есть он и такой, и такой, и такой, и такой. И какой стороной он к тебе вот в данную конкретную минуту повернется, тут, знаете, не всегда угадаешь, потому что после нанесения он один, через 10 минут он другой, в бутылке он третий, через полчаса он четвертый. Как держится? Прилично держится. Ну, часа 4-5. Если вы наносите затылочную область, и при этом у вас попадает на одежду, никаких пятен не остается. Все нормально, все хорошо. Если вы, допустим, вначале просто наносите на тело, а потом одеваете футболку или рубашку, ваша одежда пропитается таким устойчивым, достаточно хорошим ароматом, который держится дольше, чем на вас. То есть вашу одежду не только поисковые собаки, но и любимая легко определить в темной комнате, так просто, это, в смысле, я не про носки, я про футболку там или еще что-то. То есть вот хорошая, интересная штука. Стал бы я его брать второй раз, вот если бы этот баллон закончился, второй раз я бы, наверное, через годик, через 2-то его взял бы. Сразу нет. Я бы, наверное, все-таки отдохнул. Есть такие одеколоны, которые вот у меня кончился, я бы сразу его второй раз взял. Есть. Но пока мы с вами о них не говорили. Этот к их числу не относится, но тем не менее, ребята, одеколон хороший. Просто хороший. Ну вот, пожалуй, что и все. На этом пора прощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И пускай всегда все будет хорошо. Пока-пока. С вами был я, Вадим. До новых встреч.